Привет, друзья! Добро пожаловать на мой канал! И сегодня мы с вами приготовим вот такую оригинальную закуску. Сердечки из слоеного теста с двумя разными начинками. Такую простую и милую закуску вы можете приготовить к любому романтическому ужину. И за считанные минуты порадовать вашу вторую половинку такой интересной подачей. Ну, в общем, вы поняли, это просто, быстро, оригинально и очень мило. Пойдемте готовить их вместе. Беру упаковку слоеного теста прямоугольной формы. У меня упаковка на 275 грамм. И если вы видите, что тесто немного липнет к рукам, присыпьте его немного мукой. Можете присыпать и сверху, и снизу, так с ним будет легче работать. Теперь беру вот такую формочку для печенья и формирую много сердечек. Сформировали вот такие сердечки. А теперь беру маленькую формочку и на половине из них формирую отверстие в виде маленького сердечка. Затем отправляем их в форму для выпекания. Сначала выкладываем целое сердечко и сверху сердечко с отверстием. Затем вилочкой проделываем отверстие в серединке. У нас получится 16 заготовок. Вот таким образом. А теперь беру желток, добавляю немного молока и перемешиваю. И смазываю полностью верхние сердечки. Смазали. А теперь беру кунжут и посыпаю сверху. Маленькие сердечки нам не понадобятся, но я их испеку и съем. Обожаю слоеное тесто. И теперь отправляем в духовку. Духовку предварительно разогреваю на 180 градусов и выпекаю до красивого румяного цвета. Смотрите, какие они становятся пышненькие. И вот такие заготовочки у нас получились. Вы можете заполнять их и любой сладкой начинкой, а мы сегодня приготовим соленую закуску. И для первого варианта начинки я беру немного сыра с плесенью, у меня это горгонзола, и добавляю к нему немного сливочного сыра. Присаливаю и хорошенько перемешиваю до однородной массы. Если хотите начинку погуще, можете натереть немного твердого сыра. И еще как вариант можете использовать эту начинку для фаршированных яиц и для брускет. Вот такая кремовая начинка у нас получилась. И теперь я ее отправляю в кондитерский мешочек, так будет намного удобнее заполнять наши сердечки. Наша первая начинка готова и отправляю ее в холодильник. Для второго варианта начинки натираю вареные яйца на крупной терке. Яйца мы с вами натерли, а теперь натрем кусочек твердого сыра. Теперь пропущу через пресс пару маленьких зубчиков чеснока.
И добавлю майонеза. Присаливаем по вкусу. Добавляем немного черного молотого перца. И перемешиваем все до однородной массы. Если нужно, добавьте еще немного майонеза. Я делаю все на глаз, главное, чтобы получилась в меру густая начинка. И эту вкусную начинку вы можете использовать и для фаршированных яиц, и для брускет. Вот такая яркая начинка у нас получилась. И также отправляю в кондитерский мешочек. Готовы обе наши начинки, теперь заполняем сердечки. Половину заполню начинкой с сыром с плесенью и сливочным сыром. Заполняем аккуратненько, чтобы не испортить форму сердечка внутри. Если нужно, в конце немного подправим ножом. А остальные заполню начинкой с сыром, яйцами и майонезом. И вот такая симпатичная закуска у нас получилась. Я оставила так уже красиво и мило. А вы, если хотите, можете еще украсить зеленью и помидорками черри. Делайте, как больше нравится вам. Я думаю, что такие аппетитные сердечки отлично дополнят ваш романтический ужин. Нежное хрустящее слоеное тесто отлично сочетается с любой начинкой, поэтому с начинками вы можете экспериментировать как пожелаете. А еще можете заполнить их заварным кремом, тоже будет очень вкусно. Ну и на этом я с вами прощаюсь, увидимся в следующем видео. До скорой встречи!